Устанавливаем топку. Она из аустенитной стали. На производстве в железо добавляют атомы углерода. Это придает металлу особую твердость и при этом позволяет сделать конструкцию легкой. Приступаем к монтажу дымохода. Конструкция будет поддерживать опорный элемент. В нем предусмотрена емкость для сбора сажи. Внутренние керамические части трубы соединяются между собой с помощью герметика. Наружные металлические – зажимными хомутами. Чтобы вывести дымоход на крышу, нам понадобилась коленчатая автовышка. Часть трубы имеет конусовидную форму и так называемую юбку из свинца. Разравниваем юбку молотком с мягким бойком. Завершающий элемент – конус с зонтиком на верхушке. Он защитит дымоход от попадания дождя и снега. Выглядит дымоход вот так. У него два контура. В центре керамическая труба, гладкая внутри и волнистая снаружи. За счет рельефа увеличивается площадь прилегания утеплителя к поверхности трубы. Это улучшает теплоизоляцию. Второй контур из нержавеющей стали. Он придает дополнительную жесткость конструкции. Труба проходит не по центру, как нам бы хотелось. Нам пришлось сместить ее в сторону, иначе она вышла бы прямо в конек крыши. Зашили ее не полностью, верхнюю часть оставили видимой. Это привносит нотку индустриального стиля в интерьер. Ну а для симметрии чуть позже установим точно такой же фрагмент, конечно, бутафорский, и сместим его уже вправо от центра.